Сегодня вместе с вами мы вырастим настоящие кристаллы с вот таких покупных наборов. А также сделаем кристалл, ингредиенты для которого стоят сущие копейки. И через месяц посмотрим, какой же будет результат. Для самого дешевого кристалла мы будем использовать медный купорос. Но сначала давайте посмотрим, как будут выглядеть частички медного купороса под микроскопом. При увеличении крупицы медного купороса уже похожи на настоящие кристаллы. Для того, чтобы вырастить наш кристалл, нам нужно сделать насыщенный раствор купороса. Для этого мы пересыпаем его в емкость, а для растворения будем использовать дистиллированную воду. Можно использовать даже воду с-под крана, но я выбрал именно этот вариант. Чтобы процесс растворения происходил еще быстрее, дистиллированную воду лучше всего довести до кипения. Заливаем кипяток и теперь все очень тщательно перемешиваем до полного растворения. Раствор будет считаться насыщенным, когда медный купорос не сможет больше растворяться в жидкости, и вы увидите вот такой осадок. Посмотрите, что случилось с палочкой, которой я размешивал наш раствор. Она полностью покрылась синими кристаллами. Теперь нужно приготовить затравку. Для этого нашу жидкость нужно профильтровать, чтобы убрать осадок. В полученный раствор мы добавляем немножко медного купороса и оставляем все это на сутки. Пока мы ждем результат, давайте вырастим кристаллы с вот такого набора, который я купил. Внутри очень много всего интересного. Какие-то мерные баночки, пакетики с порошком, а также какие-то непонятные разноцветные камушки. Прочитав инструкцию на китайском, все стало очень понятно. В нашу мерную баночку насыпаем порошок и заливаем его кипятком, после чего очень тщательно перемешиваем. Перед использованием эта жидкость должна обязательно остыть. Теперь с пакетиков достаем камушки. На вид они очень странные и похожи на простой мел. Теперь наши будущие кристаллы нужно разложить по стаканчикам, которые были в наборе, и залить жидкостью, которую мы приготовили ранее. Закрываем наши стаканчики, чтобы туда не попала пыль, а результат я вам покажу немножко позже. Пока наши кристаллы растут, сделаем опыты еще с одним набором. Хотя эта коробка в 2 раза меньше, но все равно здесь очень много чего интересного. В этот комплект добавили уже готовую жидкость и ложку для размешивания. А вот эти камушки похожи больше на разноцветные сухарики. Все-таки оказалось, что эту жидкость с пакетиков нужно разбавлять водой. Переливаем готовую жидкость в мерную емкость и добавляем внутрь камушки. Через несколько минут с наших будущих кристаллов начинают расти какие-то щупальца, и совсем непонятно, когда они остановятся. Вы просто посмотрите на эту красоту. Выглядит это невероятно красиво. Как будто дерево пустило корни, но растут они не вниз, а растут вверх. Напишите в комментариях, как вам этот эксперимент. Лично мне он очень понравился. Через сутки наша затравка с медного купороса уже готова. Сливаем с нее жидкость и на дне получаем вот такой красивый кристалл. Просто посмотрите, как он красиво переливается. Но весь кристалл нам не нужен, нам нужно только 2 маленьких кусочка, которые мы потом будем выращивать. Разламываем и выбираем самые большие куски, которые нам подходят. Когда кристаллы готовы, я обвязываю их ниткой, но также можно использовать и леску. Кристаллы не могут вырасти сами по себе. Для этого нам нужно снова приготовить насыщенный раствор, чем мы сейчас и занимаемся. Осталось только приготовить наш инкубатор для проращивания кристаллов, залить в него уже готовый раствор и опустить в него наш кристалл на ниточке, который готов для проращивания. Мы подготовили 2 кристалла, которые будут отличаться друг от друга, а чем самым они будут отличаться, вы скоро увидите. Через сутки наши разноцветные кристаллы немножко подросли, и на них образовались небольшие пики, но этого еще недостаточно, поэтому я оставляю наши кристаллы расти и далее, а результат, который будет уже через месяц, я вам покажу в конце видео. Пока наши кристаллы растут, давайте вырастим еще один кристалл в форме дерева. Поверьте, это будет очень интересно. Под наше готовое дерево, которое мы собрали, заливаем специальную жидкость для проращивания.
Когда жидкость пропитала веточки, на них начали расти листочки, которые больше всего походили на мох, но почему-то розовый. Этого мха или кристаллов ставало все больше и больше, пока они не покрыли все дерево. Через 6 часов мы получили вот такое красивое розовое дерево, которое очень похоже на цветущую сакуру. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы такие деревья росли по-настоящему. Я бы хотел. У меня есть еще одно дерево, и оно уже обрастает зелеными кристаллами, но как по мне, розовое было намного лучше. Через сутки вот что произошло с нашими кристаллами. Они изрядно увеличились, но нам нужны правильные формы, поэтому мы их сейчас почистим. В результате мы получаем вот такой маленький поликристалл и вот такой совсем крошечный монокристалл. Снова фильтруем наш раствор и окунаем в них наши кристаллы, но теперь уже на целый месяц. И вот наконец-то момент истины. Через месяц наши кристаллы стали просто гигантскими. Просто посмотрите, какой громадный монокристалл мы вырастили. Какие у него правильные геометрические формы. Поликристалл тоже очень сильно подрос, но у него уже совсем другая форма. Внутри еще видно нитку, той, которой я обвязывал тот еще кристалл месяц назад. Эти кристаллы просто невероятные, я очень рад, что они у меня получились. Единственное, о чем я жалею, что не досмотрел за ними. Еще неделю назад они были еще больше и имели острые пики. Но, наверное, раствор стал очень бедным, и они немножко растворились. Наши разноцветные кристаллы тоже простояли целый месяц. Некоторые даже превратились в айсберги, показывая свои пики над поверхностью. Осталось только достать наши кристаллы и посмотреть на эту красоту. А посмотреть здесь есть на что. По-моему, это самые красивые кристаллы, которые были в этом видео. Просто посмотрите на эти пики. Напишите в комментариях, какой из этих кристаллов вам понравился больше всего. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Меня это еще больше смотивирует делать интересные видео для вас.